Напомни, зачем мы это делаем? Я не знаю. Понятно. Поехали. Началось наше путешествие в городе Владимир. Полный список Золотого кольца России насчитывает 17 городов. Но в нашем распоряжении была всего неделя, поэтому мы отправились первоначальным историческим маршрутом, который в 1965 году придумал журналист газеты «Советская культура» Юрий Бычков. Кстати, термин «Золотое кольцо России» тоже он придумал. Креативный мужик. Демон! Так, Владимир, чего бы о нем рассказать? Главными достопримечательностями этого города являются Успенский собор, Дмитровский собор и крепостные Золотые ворота. Ничего из этого мы не увидели, только увековеченный Михаилом Кругом Владимирский Централ мимо проезжали, но и его со стороны шоссе не видно. Мы пробуем местный шаурму. Бежим быстрее. Да, может, уже задрали. Мы сейчас побрызгались репеллентом. Это такое ощущение, как будто, может, в 3 раза больше стало. Ай, они все-таки кусаются. А еще тут есть полиуретановый завод, от которого исходит резкий неприятный запах, поэтому надолго мы там задерживаться не стали. Да, я видел. Сейчас там еще одна впереди. Жесть просто! Эй, друг, ты мертв? Он жив. Беги отсюда, парень. Давай, больше туда не ходи. До Суздаля мы добрались довольно быстро. Город сразу встретил нас красивыми древними постройками и колоритными аборигенами. Наконец-то началось настоящее Золотое кольцо. Алекс несет мне леденцы. Я взял кое-что получше леденцов. Ёшки-матрешки. Настоящая суздальская медовуха. Там теточка такая была прикольная, она меня так заговорила. Она говорила, что бегунцы тут всякие на 50 и 100 километров, супер дальнодистанционные.
Они, короче, у нее медовуху берут. Сейчас попробуем. Попахивает началом приключений. Вот и все. Алекс бухает с 4 утра. Суздальской медовухой. Это сейчас с Суздальской медовухой. А бухает с 4 утра. Пивка давай. Тут вот, в общем-то, как бы Русь. Вдоволь налюбовавшись на этот милый лубочный городок, мы двинулись дальше. По пути Тусси заметила валяющиеся вдоль дороги куски древесной коры. Мы не так далеко от нее уехали. Может, все-таки забрать? Может. Они отлично подойдут на розжиг костра. Тем временем солнце уходило в закат, и мы остановились на ночлег, как всегда в придорожном пролеске. Утренняя прохлада заставила нас нырнуть в куртки, но мы знали, что это только поначалу так. Стоит нам сесть верхом на велосипеды, и уже через полчаса мы согреемся. А крутить педали нам сегодня предстояло много и долго. До следующего города, Иваново, было почти 100 километров пути, а достичь его предстояло непременно сегодня. Один день, один новый город Золотого кольца. Иначе мы ни за что не уложимся в отведенную на этот велопоход неделю. Наш велопоход превратился в настоящий велопробег.
Иваново. Из сказки мы попали обратно в индустриальный мегаполис. Rocks across the pavement, hoping they will cave in and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me what you sold. Снимаешь. А теперь внимание! Оп! У меня появились настоящие ивановские льняные штаны. Я хотел косоворотку, но и это тоже неплохо. Тем более движемся мы на север, а значит будет холодать. Listen, I can see the light, but I can also see the bones decay. Накануне мы настолько выбились из сил, что разбили лагерь прямо на краю дороги. Поэтому проезжавшие мимо машины полночи не давали нам заснуть. К тому же, как я и предполагал, стало заметно холодать. Температура плюс 10. Но засиживаться на одном месте времени нет. Впереди нас ждет Кострома. Остаемся. Под линией под этой проезжали, и меня от собственного же рычага тормоза током шарахнуло. Шавуха активно готовится. Прямо в преисподней.
Перед крутым подъемом мы остановились отдохнуть, и нас догнал местный велосипедист на шоссере. Мы разговорились, и он тоже оказался велотуристом, причем со стажем в виде поездки через всю Европу. Интересную особенность я заметил за все время наших путешествий. В Москве велосипедисты совершенно не обращают друг на друга никакого внимания. Но на большой дороге велосипедист велосипедисту друг и товарищ. Почти все встречавшиеся нам всадники на железных конях приветствовали нас взмахом руки или сигналом звонка. Каждый уважающий себя турист, приезжая в Кострому, первым делом просто обязан выйти на Сусанинскую площадь и, вскинув руки к небесам, громогласно прокричать: «Здорово, Кострома! Здоровенько! Что вы делаете? А пряди вы, милые, в нем? Умните! Кострому, Костромы, государыня моя, Кострома. У Костромушки кисель с молоком, у Костромушки бляды с творогом. В самый северный город Золотого Кольца мы въехали на закате. Поэтому надолго задерживаться здесь мы не стали. Нужно было покинуть Кострому и найти место для ночлега.